Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала Дом и сад. Меня зовут Александра. Многие со мной знакомы, ну а те, кто не знаком, приглашаю познакомиться. Сегодня начинаю посев семян на рассаду. 28 февраля на календаре. Давно уже пора. К сожалению, я немножко приболела, поэтому пришлось сроки сместить. Но все равно дело начинать надо. И начнем, пожалуй, с самых моих любимых овощей, которые я уже приготовила к посеву на рассаду. Это, конечно же, сладкий болгарский перец и баклажаны. Ну, начну, наверное, все-таки с болгарского перца. Перца я сею каждый год очень много, потому что перец мы любим. Делаю я большей частью перечные вот такие пасты на зиму и, конечно же, замораживаю. Поэтому перцев высаживаю очень много. Из моих любимчиков обязательно в ассортименте присутствует несколько видов красного и обязательно желтый. Из красного перца я обычно высаживаю мой любимый геркулес. Это вот такой вот бочкообразный, большие такие перцы. Это гибрид французской селекционной компании Close. В этом году я тоже буду его сеять. Геркулес средний-ранний перчик, довольно мясистый, очень вкусный и очень урожайный. Поэтому он в моем списке обязательно будет. Я, кстати, приготовила целых 50 семян геркулеса. Теперь, что касается самого раннего перчика, вот такого похожего на наши сорта, хорошо знакомая белозерка или айвенго. Среди гибридов есть еще более ранний перчик такого же вида, конусообразного, светло-салатного цвета. Это перец хаски. Я его высаживала уже несколько лет подряд, и я очень довольна этим перчиком. У него очень короткий вегетационный период, и буквально первые овощи, и в списке этих первых свежих овощей этот перчик у меня всегда есть. Он такой очень ранний, хорошо плодоносит, плоды примерно 50-70 граммов салатного цвета, созревает очень дружно, и я рекомендую, совершенно неприхотливый и очень урожайный. Ну, а теперь из тех, которые я выращиваю время от времени, и те, которые отличаются своим особенным видом, это еще два перчика из числа моих любимчиков. Это Red Can. Это гибрид F1, длинный красный перец, капия, как его еще называют, вот такой вот остроносенький, красивый, фотографии я приведу. Перчик, который созревает в средние сроки, который любит много солнца, хороший полив, и только в таком случае он отдаст как бы свой урожай. Для него нужна очень плодородная почва, перец жадный на питание, поэтому имейте это в виду. Ну и еще один, который я выращивала 2 года назад, в этом году я решила повторить, это желтый перчик Джемини. Тоже конусообразный, красивый болгарский перец. Плоды очень крупные, желтые, такого прям солнечного желтого цвета. Тоже довольно урожайный. Но я взяла немного, взяла только 20 семян. Обязательно в этом году посею. Вот такой ассортимент я приготовила для перца. И теперь несколько слов скажу о том, как же я буду его сеять. Поскольку это все семена
профессиональный, они обработаны. Я его замачивать не буду. Сразу буду высевать в кассеты с таким условием, что пикировку перца я делать не буду, буду делать только перевалку. То есть для каждой семечки я буду специально использовать только одну ячейку в кассете, чтобы поменьше беспокоить корни перца. Вот так выглядит торф. Это нейтральный торф, подогретый. Ну и, конечно, агроперлит. Я добавляю примерно 10% агроперлита для того, чтобы почва была рыхлой. Ну и теперь это все нужно перемешать и приготовить такую почвосмесь для того, чтобы сеять рассаду. Что касается почвы, перец любит слабокислую почву, где-то в пределах pH 6, поэтому я буду использовать нейтральный торф, добавлю немножко агроперлита, для того, чтобы почва была рыхлой и не уплотнялась при поливе. Ну и, конечно же, обработай обязательно почву магникуром, или же можно любой другой фунгицид, который работает против черной ножки, потому что надо семена подогревать. Температура всхожести семян температура для хорошей всхожести семян перца должна быть в пределах плюс 22, плюс 25 градусов. Тогда перчик быстренько выскочит из семечки и появятся первые ростки. Кстати, потом, сразу же после того, как появились первые росточки, температуру надо убавить где-то до плюс 18 и плюс 20, чтобы растение не вытягивалось от высокой температуры. Ну что ж, я приготовила контейнеры, кассеты наполнила торфом с агроперлитом, приготовила воду для полива и, конечно же, магникур. Сейчас я разведу, обязательно раствор фунгицида сделаю, для того, чтобы потом не переживать, что будет там черная ножка. Тут у меня как раз на литр я оставляла специально. И теперь будем высаживать семена. Семена, как я уже рассказывала, у меня подобраны были заранее. Сейчас я начну посев. Они все обработаны, поэтому я их не замачивала, потому что они покрыты сверху фунгицидом и стимуляторами роста. Ну и начнем, пожалуй, с геркулеса. Геркулеса у меня 50 семян. Семена крупные у перца геркулес. Ну, заглублять, конечно, не нужно семечки перца. Где-то на полсантиметра, не больше. Потому что если вы заглубите, затянется процесс схожести. Ну, я сделаю небольшие лунки в каждой кассете с помощью карандаша. Я всегда работаю карандашом, мне это удобно. И в каждую луночку я положу по семечке. Все это делается очень просто. Как правило, схожесть у таких семян профессиональных в пределах 100%. Ну, максимум может не взойти одна семечка. Это из собственного опыта уже. Поэтому практически все семечки, которые вы покупаете, если, конечно, они свежие, то это все будет обязательно превращено в растение. И теперь надо закрыть каждую семечку и обильно полить. Затем укрыть полиэтиленовой пленочкой для того, чтобы сохранялся эффект парника и семечко прорастало. Такой вот процесс посадки семян, посева. Дело, конечно, немножко хлопотное, но зато вы будете уверены в том, что ваша рассада вам обязательно отблагодарит вас. Потому что это не то, что вы купите непонятно что на руках.
Это то, что вы вырастили самостоятельно, то, что обязательно вас порадует урожаем. И температура для того, чтобы, еще раз повторюсь, для того, чтобы перец быстро взошел, должна быть в пределах плюс 22 градуса. И тогда на 4-5 день вы увидите уже первые ростки. Вот такое дело мы сегодня с вами сделали. Теперь нужно подписать, чтобы вы не забыли, что это именно тот сорт перца, который вы действительно высевали, потому что потом может быть просто путаница. Не забудьте обязательно промаркировать каждую кассету, в которой вы посеяли семена. Ну вот таким получилось мое видео. Если оно было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если не подписаны. Кстати, в комментариях напишите, какие сорта перца запланировали вы в этом году для посева. И начали ли вы посевы уже в этом году. Ну, всем пока, скоро увидимся.